Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня решила пораскрашивать в каваи из серии «Волшебные раскраски» от издательства Бомбора. Мне данная раскраска очень нравится. Тут я уже приготовила свою совушку. Спасибо за нее Тане и Диане. Мне эта раскраска нравится. Я вот начинала с этой иллюстрации. Здесь маркеры, сухая пастель, гелевые ручки. Потом как-то тоже получилось, что да, тут и блестки добавляла. Получилось, что даже как бы по порядку начала. Потом все в разнобой. Вот в том месяце, нет, это не в том месяце я раскрашивала. В том месяце у меня была такая вот русалочка с акварельной подложкой. Что тут у меня еще-то раскрашено? Ну, не скажу, что много. По-моему, мне кажется, должно было, или неужели это все? Как-то получается маловато. Совсем маловато. Хотя, когда я даже не записала, когда она у меня появилась, ну да ладно. Тем более будет повод это исправить. Можно как раз-таки и вот между, по сути дела, вот этой иллюстрацией и вот этой три не раскрашенные. Ну и, наверное, я буду раскрашивать сегодня вот эту. Сделаю акварельную подложку и потом уже буду полностью раскрашивать карандашами. Хотя, казалось бы, здесь односторонние иллюстрации, можно маркерами красить. Ну, честно говоря, мне как-то не очень хочется. Вот, но при этом буду использовать уже акварель вот такую в кюветках, не детскую, потому что, хотя детскую, вы знаете, я очень-очень люблю, но надо пользоваться тем, что односторонние иллюстрации. Так, сейчас, значит, кисточка потребуется. И у меня... Так, сейчас я... Это у меня коробка с акварелью. Вы знаете, что у меня еще есть вот такие коробочки. Я вот еще подумала, что с одной стороны я уже, например, вот эту так вот украсила, вставила такую акварельную бумагу. Вот. Сделала еще вкладку с выкраской. Но вот эти коробочки у меня из-под накладных ногтей. Но у меня, знаете, есть такой пенал, вот аналогичный, но довольно-таки большой из-под ногтей. Там еще довольно много ногтей, но я ими больше пользоваться не буду, потому что они некачественные, вообще некачественные. Я использую сейчас другие, вот такие. Но дело не в этом. Я вот подумала, может мне сразу туда переложить, в большой пенал. Ну, я подумаю. Так. Как-то надо так разложить, чтобы было удобно тянуться за нужными мне цветами. С другой стороны, перекрывать такую акварель, наверное, все же жалко. Поэтому посмотрим. Может быть, ну, у меня вообще планы перекрывать именно саму девочку. Поэтому, ладно, я посмотрю. В общем-то, еще
не решила полностью. Здесь у меня будет вот такой цвет. Я здесь всегда палитру вот эту снимаю, она вообще мешается. То есть я только краски храню вместе с палитрой, чтобы они не приклеивались к выкраске. Ой, мне казалось, что я вот эту штуку обернула, надо. А с другой стороны, наверное, не стоит этого делать, потому что если какая-то краска закончится, не факт же, что я точно такую же куплю. Может быть, я куплю какой-то другой цвет, и будет логично здесь все закрасить. Сейчас посмотрим, как я буду раскрашивать. Я, конечно, и просто акварелью люблю пораскрашивать, но вот иногда и с подложкой мне понравилось. Так, пока я буду заниматься раскрашиванием с этой стороны. Вот эти, это у меня темная краска Vista Artista, но, по-моему, и светлая тоже. А вот это вот то, что я сейчас раскрашиваю, это зеленая тень. А вот эти тоже похожи, но это старый мастер. Кстати, сейчас вроде как в Ашане продается. Я сама не видела, не была еще. Но в приложении Ашан там есть. По-моему, рублей 900 стоит набор. Но набор мне как-то не интересно. Я вообще базовые цвета предпочитаю, которые гамма, вот лицей или студия, что-то в этом роде, как там называется. Потому что набор недорогой, цвета базовые, но очень красивые, яркие. Вот. А поштучно я уже охочусь за редкими цветами. Мне как-то так нравится, знаете, больше. И покупать, допустим, каждый набор, так, не знаю. Печально только то, что вот там, где мне удобно, например, в красный карандаш заходить, почему-то там невеликий выбор. Например, магазин, который наиболее близко к дому, там выбор больше, но я не люблю туда ездить. Вообще у Vista Artista вот эти вот акварельки в кюветках, у них, конечно, есть вот такие цвета, как вот, как же она называется, вот это серая пейна и вот эта вот тень зеленая. Ими реально вот такие тени всякие, прочее придавать. Очень классно. И эта акварель очень, на мой вкус, да, на мои предпочтения, запросы, она вот именно в этом плане хорошо ложится. Но это как бы на мой вкус. Потому что мы все разные. Я даже иной раз смотрю, допустим, девочек,
ну, допустим, мне какие-то карандаши, да, нравятся, а человек говорит, ну, вот мне не нравится. При этом, насколько мы противоположны, там, допустим, человек говорит, а вот эти я карандаши люблю. А я понимаю, что они, ну, не то чтобы мои нелюбимые, да, но они так себе. Вот. Поэтому, да, мы все разные, поэтому кому-то, может быть, не понравится. Тут уж надо все по себе выбирать. Так. Ну, с обратной стороны вот так вот, то есть даже сюда ничего не попадает, поэтому, в принципе, я ничего не подкладываю особенно. И мне нравится, как будто бумага чуть-чуть скатана, как будто. И мне лично это тоже нравится, такой момент. Не знаю, мне как-то приятно. А я сейчас еще хочу вот эту краску, они как бы плюс-минус схожи, да я бы даже сказала вообще не отличить. Удивительно просто. Ну, это вот, знаете, как, например, девочки, кто... Да и я раньше сама, когда косметикой увлекалась, да, там покупаешь лаки для ногтей, идешь там, о, красивый цвет, купила, приходишь, а похожие уже есть, ну, потому что тянет покупать то, что вот, то, что ближе, либо что-то необычное ты видишь, какой-то цвет в коллекцию берешь, или же вот просто тянет тебя каким-то, вот, например, у меня мама лаки для ногтей нюдовые любила, коричневые любила оттенки, и, в общем-то, у нее было масса именно таких цветов. А у меня, например, ну, тоже свои какие-то были любимчики. И то же самое вот и с карандашами совсем. То есть либо уже я покупаю что-то такое в коллекцию редкое, или вот думаю, чтобы купить, взяла какой-то любимый оттенок. Вот и получается, вроде производители разные, а цвета, можно сказать, одинаковые. С одной стороны, вроде так, я сейчас смотрю, грустненько немножко, а с другой стороны, ну что, будет на смену. Но вот, например, вот эти два цвета от Vista Artista и от этого самого мастера, это серо-зеленая краска, например. Вот они, это посветлей, и она ложится немножко по-другому. То есть вот Vista Artista, она дает, ну вот видите, такой, не знаю, как будет камера передавать, но эффект скатанности такой бумаги. И меня это как-то прикалывает очень. В данном случае мне прям это нравится. А серо-зеленый, он вроде как такого не дает. Ну, впрочем, серо-зеленый я больше, конечно, покупала там горы, еще что-то подобное раскрашивать. Не могу понять, чем таким пахнет. Явно не краской, явно не лаком для ногтей. Или это все-таки у меня на кухне стоит квашеная капуста. Ну, сегодня будут сутки. Я туда другие специи положила. Получится, конечно, вкусно, но да, что-то мне это... Ну ладно, я же в любом случае одна.
Гостей не ожидается. Не, ну запах не то, что он неприятный, просто такой странноватенький. Неужели так в кухне пахнет? Вообще странно. Не, ну хотя логично. Сутки процесс брожения идет. Наверное, так. Так. С этой стороны как-то мне эффект больше нравится, чем с этой. Ладно, подправим. О, вот здесь вот прям все как я люблю. Краска растекается. Сейчас я еще чуть-чуть помогу. И пройдусь вот здесь. Здесь, по-моему, жидкости немножко не хватает. Тут всегда, видите, такой момент, когда переборщишь плохо. Вообще нормально. И когда мало воды, тоже плохо. Нужно, чтобы краска растекалась. Это вот как и серые пейны. Вот. Чтобы вот она так свободненько текла. Ну вот растекается, вот здесь точно растекается. Здесь я вот попробую немножко вот так воды добавить. И сюда. И, наверное, я бы еще вот здесь добавила. Так, наверное, надо взять губку. Ну, хорошо, пусть будет так, потом посмотрю. Перебарщивать вроде как тоже неохота. Немножко здесь. Да, какая-то специя меня напрягает. Я просто не только новые специи, я вообще как-то по-другому решила в этот раз сделать. Так, и еще мне кажется, что нужно вот здесь немножечко хочется подбавить. Вот так. Вот это мне даже нравится. Сейчас так буду везде делать. Так. Ну вот. А насчет фона, так, вот здесь надо сразу сделать. Насчет фона я даже пока не знаю. Лучше бы его, наверное, сразу сделать. Вот я не уверена. Так, мне еще вот здесь не хватает цвета. С акварелью, конечно, можно развлекаться до бесконечности.
Не знаю, делать его сразу, не делать. Так, вот здесь нехорошо получилось. Возможно, стоит и сделать. А цвета можно использовать вот эти. Сейчас я сразу сюда возьму и, наверное, вот этот мой любимый цвет буду использовать. Ну, как таковых идей у меня нет никаких в данном случае. Просто нанесу так в хаотичном порядке. А там будет уже видно. Я так периодически делаю, потому что иногда действительно есть какая-то задумка, иногда ее вроде как нет, но что-то приходит уже потом. Наверное, нужно, конечно, так как это акварель, больше воды. Угу. Так вот. Нужно, конечно, и голубого, наверное, добавить. Ну вот, кстати, нет, этот голубой я оставлю. Он мне не совсем нравится. Сейчас найду, что у меня тут. Вот этот мне нравится цвет. Вот он хорош. Так. Здесь, что бы мне такого добавить? Я просто вот что нравится. То и добавляю. И возьму вот этот вот. Ой, по-моему, воды слишком много. Это не то, что я хочу. А вот так мне нравится, да. Пусть растекается. Так. А тут можно добавить вот этот мой любимый цвет. Примерно так же. О, класс. И пусть тоже растекается в свое удовольствие. Здесь еще поможем цвету. О. Вот как красиво выходит. Да, а вот здесь я буду именно детскую акварель использовать в качестве подложки. И будет, я думаю, хорошо, ярко. Так, и немножко еще. А вот здесь, кстати, можно вот этот розовый. Только мне нужно чуть-чуть оттенка. Вот так. Вот. Очень хорошо. Дальше. Ну, в общем, такой какой-то фон. Так, пусть это будет тоже розовенький. Условно. И
по краям вот этот. Получится красиво. Вот. А здесь, ну, я немножко этого добавлю. Возьму еще чуть-чуть этого. Я просто не только эти оттенки хочу использовать. Так. Немножко прервала запись на подумать. Ну, вот так вот получается. И сейчас я уже достала палитру, уже детскую акварельку, и буду делать подложку. Телесный цвет, закрашу кожу, ну, в общем, все как всегда. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, хорошей канцелярии и до скорой встречи. Всем пока-пока!